Когда Руна Бум родилась в Индии в 2011 году, ее голова была в 3 раза больше головы обычного ребенка и попала в заголовки международных газет. Этот особенный ребенок храбро боролся за свою жизнь, но 5 лет спустя произошло нечто шокирующее и разрушило ее семью. Солнечным днем 2011 года персонал небольшой больницы в отдаленных районах северо-восточной Индии столкнулся с огромной медицинской проблемой. Практикующие врачи в деревне Джарания-Кала в Трипуре никогда раньше не принимали роды у ребенка с гидроцефалией. Маленькая Руна Бум, несомненно, выглядела как кто-то не от мира сего. На самом деле, если бы им пришлось честно описать эту малышку, они бы назвали ее черты лица инопланетными. Как они вообще могли объяснить ее родителям, что у их малышки было мало шансов выжить, не говоря уже о том, чтобы вести хоть какую-то нормальную жизнь? Хотя они не могли определить полную степень ее аномалии, уже было хорошо известно, что накопление избытка цереброспинальной жидкости вокруг головного и спинного мозга приводит к тому, что дети рождаются с необычно большой головой, выпуклым родничком и выступающими венами на волосистой части головы. В этих случаях глаза обычно опущены вниз, с такими симптомами, как рвота и судороги, связанные с этим разрушительным состоянием. Когда семья Бьюм стояла рядом со своей дочерью, эксперты измерили окружность ее головы, которая составила 94 см или 37 дюймов. Хотя размер ребенка при рождении сильно различается из-за различных генетических факторов, средняя окружность здорового ребенка при рождении составляет около 34 см или 15 дюймов. Ее отец мог видеть ее страдания, поскольку маленькая Руна постоянно плакала из-за мучительной боли, которую вызывал отек. Врачи были довольно прямолинейны, когда сообщили родителям, что было бы почти лучше просто позволить их дочери спокойно умереть. Но Фатима и Абдул-Бум просто не были готовы отказаться от борьбы. Хотя их малышка явно была больна и с трудом дышала, в глубине души они знали, что просто не отдадут ее в лапы смерти, не попытавшись сделать все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь. Родители маленькой Руны были бедны и не могли заплатить за то, чтобы получить еще одно медицинское заключение по делу их дочери. Абдул работал всего лишь за паденную зарплату, в то время как Фатима была домохозяйкой без каких-либо возможностей найти оплачиваемую работу. Сервировка стола сама по себе была непростой задачей, а сэкономить огромные суммы денег на дорогостоящем лечении в больнице для этой семьи было просто невозможно. К счастью, социальные сети зарекомендовали себя как отличный инструмент для освещения и пролития света на мир в попытке найти чудесное решение из безвыходной ситуации. 1,5 года спустя фотографы наткнулись на малышку с огромной головой и поделились ее снимками со всем миром. Размер головы этого ребенка не позволял ему даже сидеть прямо. Если ничего не предпринять, она до конца своих дней будет прикована к кровати, положив голову на подушку. Два норвежских студента по имени Натали Кон и Йонас Борг Гринкасса предприняли попытку собрать деньги для этого трудного ребенка. Когда люди видели ее отчаянное положение, они просто не могли не откликнуться. Была собрана впечатляющая сумма в размере около 62,000 долларов США, что в то время примерно равнялось примерно 4 миллионам рупий. Состояние Руны Беум было настолько уникальным, что ее рождение и жизнь вскоре попали в заголовки международных газет. Довольно скоро больница Фортис в Нью-Дели предложила взять на себя полную ответственность за лечение Руны. Хирурги планировали уменьшить окружность головы с 37 дюймов до не более 23 дюймов, что все еще было довольно большим для головы ребенка. Во время этой первой операции врачи откачали около 10 литров лишней жидкости из полости головного мозга маленькой девочки. Поскольку Руна страдала от серьезного заболевания, ее родители были крайне обеспокоены возможностью рождения второго ребенка. Тем не менее, семья была рада принять абсолютно здорового маленького мальчика в свой близкий круг вскоре после успешного проведения первых операций. Маленький Акар и Руна сблизились так, как это делают все остальные братья и сестры, и играли вместе, никогда не обижаясь друг на друга. В течение следующих 4 лет обстановка больницы в Дели стала слишком знакомой для семьи Бейк. Руна провела в больнице в общей сложности 105 дней, ее оперировали по меньшей мере 8 раз в попытке уменьшить размер головы. Врачи просто пытались уменьшить давление на мозг,
но Фатима и Абдул твердо верили, что эти операции дадут толчок развитию их ребенка. Они надеялись, что она сможет начать ходить, развить речь, сможет есть без посторонней помощи и, в конечном итоге, даже пойти в школу. Они были уверены, что однажды она заживет более нормальной жизнью, но с каждой операцией существовала большая вероятность того, что Руна может умереть во время операции. Больнице приходилось соответствовать ожиданиям родителей, но какое-то время жизнь, казалось, улыбалась этой семье. После первых двух операций Руна смогла смеяться, улыбаться и поворачивать голову самостоятельно. Она даже начала реагировать на свое имя, когда кто-то звал ее. Для многих это может показаться незначительным, но для ее отчаявшихся родителей каждая маленькая веха была лучом надежды. Нейрохирург, участвовавший в операциях, был совершенно удивлен боевым духом, проявленным его маленькой пациенткой. Он не ожидал, что у нее начнутся улучшения. Она даже научилась произносить несколько слов, чего он никак не ожидал от нее. Она также начала набирать вес, что было отличным признаком для любых будущих медицинских процедур. День, когда Руна впервые в жизни поползла, стал одной из самых важных вех, на которые только могла надеяться эта семья. Врачи были просто шокированы ее стойкостью. Честно говоря, никто из них не ожидал, что Руна Бегум проживет так долго. Первоначально ей оставалось жить несколько дней, и ее родителям посоветовали просто позволить ей умереть. Позже врачи осторожно сказали семье, что ей, возможно, повезет, если она отпразднует свой первый день рождения. Но время просто пролетело незаметно, и Руна достигла невероятного рубежа, ей исполнилось 5 лет. Ее семья была очень счастлива, что она жива и здорова и с каждым днем совершенствует свои навыки, хотя шаги были очень маленькими. К этому моменту врачи больницы Дели уже запланировали следующую операцию на голове. Семья готовилась к операции за несколько месяцев вперед, как и в любой другой раз. Каждый раз их приходилось информировать о возможности того, что их дочь может умереть, и они должны были подписать отказ, чтобы юридически подтвердить это. Несмотря на риски, родители также знали, что у их маленькой девочки не было другого способа даже надеяться на хорошее качество жизни без этих операций. Поэтому они приготовились к очередному длительному пребыванию в местной больнице. Но без какой-либо конкретной причины у Руны начались проблемы с дыханием. В этом не было ничего необычного, поскольку семья привыкла к тому, что их маленькая девочка боролась за каждый день, который она хотела прожить. Не раз ей удавалось вырваться из когтей смерти. Семья и не подозревала, что на этот раз все будет совершенно по-другому. Абдул ушел на работу, а Фатима, как обычно, присматривала за своей девочкой. Она увидела, что Руне трудно дышать, и сделала все, что могла, чтобы помочь ей. Днем она поела, и все казалось прекрасным. Приступ одышки был внезапным и сильным. Фатима связалась со своим мужем и попросила его поспешить домой. Она знал, что Руне нужно как можно скорее попасть в больницу. Когда Абдул вернулся домой, он бросился к дочери. Когда он дотронулся до нее и потряс, чтобы добиться ответа, она лежала совершенно бесчувственная. Он опоздал. Ее уже не было. В воскресенье, 18 июня 2017 года, Руна проиграла свою отчаянную борьбу с редким заболеванием всего за несколько недель до очередной операции. Некоторые члены сообщества, между прочим, сказали, что ее смерть была к лучшему, поскольку у нее никогда не было высокого качества жизни. Однако сердца ее семьи были разбиты вдребезги. Ее младший брат был вынужден смириться с концепцией смерти намного раньше, чем следовало бы любому ребенку, и был опустошен, осознав, что его особенная сестра никогда больше не будет играть с ним. Фатима едва могла говорить. У нее никогда не было другой мечты, кроме как быть матерью и воспитательницей своих двоих детей и женой Абдула. Но теперь она обнаружила, что осталась без дочери. Она чувствовала, что потеряла всякое чувство цели. Было чрезвычайно трудно собрать осколки своей жизни и жить дальше, но ей все равно приходилось бороться за семью. У нее все еще был Айд. Однако она не позволила забыть историю своей маленькой Руны. Документальный фильм о ее жизни, который скоро выйдет на экраны, сохранит память о ней. Руны, возможно, больше нет, но ее наследие сохранится навсегда. Какая душераздирающая история! Были ли вы шокированы, узнав,
что маленькая руна не выжила после первой храброй борьбы, которую она оказала?